Всем привет из Аргентины, начинаем новый влог. Сегодня выдался солнечный день, особенно прикольно, учитывая контраст, что вчера был просто мега ливень с грозой, поэтому сегодня нам повезло наконец-то с погодой. Также мы сегодня встали пораньше, потому что к нам приходил мастер, у нас все еще проблемы с котлом, он вырубается, насколько мы поняли, наконец-то у нас есть мысли относительно этой проблемы, скорее всего туда заливается вода. И именно из-за этого он постоянно гаснет. А хочется как-то жить все-таки с горячей водой, поэтому мы постоянно, в общем, жалуемся на этот достаточно значительный недостаток. Но благо мастер приходит буквально сразу же на следующий день и решает эту проблему. Надеюсь, что вскоре все с ним наладится, и у нас уже не будет вырубаться котел, потому что это уже третий раз. Чудно, конечно. Вообще у нас, мне кажется, по пятницам всегда что-то происходит в квартире, поэтому мы уже даже привыкли. Что еще хотела сказать? Хотела сказать, что сегодня мы планируем прогуляться, хотим дойти до ипподрома, посмотреть на скачки, если еще будут силы зайти в китайский квартал, прогуляться по парку. Посмотрим, что из этого мы успеем. Собственно, сейчас будем выдвигаться как раз. Буду по дороге тоже немножко снимать. Надеюсь, что не забуду. Покажу вам немножко тоже как раз Буэнос-Айреса. Так, у меня сейчас 33-я неделя беременности, чувствую себя хорошо. Пока что в плане каких-то анализов, чего-то такого, у меня ближайшее только УЗИ сердца малыша. Должна буду записаться скоро, а прием у врача у меня будет 28 числа, в общем-то где-то через 2 недели. Так что как-то так. В общем, пойдемте смотреть город. Сегодня солнечный день. Вообще удивительно то, как в Аргентине, то, как бывает контрастно. То есть день бывает дождь, гроза, как будто это разгар осени, а на следующий день будет яркое солнце, жара. Сегодня, например, 26 градусов, печет, и все буквально с разницей в день. На мой взгляд, это прям удивительно. Так что нам сегодня повезло, сегодня хорошая погода. Я все никак не нарадуюсь на своих родителей. Еще тут очень любят собак. Собак можно встретить буквально везде и всюду. А кота мы видели только пока что один раз. Два точно, еще в магазине был. В магазине и на балконе. Такой, да. Да, Но собаки тут в почете. Вон еще одна как раз. А еще сейчас в городе весна, и всюду цветет джакаранда. Выглядит она невероятно красиво. Эти сиреневые цветочки, они просто волшебные. Сейчас сниму поближе. Очень красиво выглядит. Я от них в восторге. Вообще здесь удивительные деревья, мне кажется. А еще сейчас суббота, и многие гуляют. И поэтому кафе, которые вообще работают, которые открыты, они полностью забиты. Практически все столики заняты. Это, кстати, экопарк, в котором мы уже были. Это его как раз финальная часть. Там, в принципе, можно посмотреть каких-то забавных животных. Их не так много, но они там чувствуют себя достаточно привольно. Мы проходим какой-то симпатичный парк. Еще хотела сказать, что в Буэнос-Айресе достаточно чисто, прям каких-то свалок с мусором я не видела, да и просто по городу мусор так прям не раскидан. Бомжи есть, да, но мусора, на мой взгляд, вообще, практически нет. Местное творчество, такие граффити, там вдалеке еще виднеется. Видимо, что-то посвященное теме танго. Так выглядит вход на территорию ипподрома. Сегодня достаточно много людей здесь.
Такие вот флажки симпатичные, ворота. Ну что ж, мы попали на территорию как раз ипподрома. Выглядит как-то вот так. Здесь различные аргентинцы, я так понимаю, гуляют. Такая вот территория. А там, кстати, я так понимаю, фудкорт. А мы куда пойдем? Слоты. Оказалось, что это не просто территория фудкорта. Именно в этот день на ипподроме проходил фестиваль мяса. Вот. И все вот эти вот такие вот симпатичные палаточки, где что-то вкусное готовят, это как раз фестиваль мяса. И здесь просто какие-то невероятнейшие шедевры из него готовят. И можно что-то выбрать, попробовать. Чего только стоит вот это, как минимум, зрелище. Вот, на мой взгляд, просто потрясающе. На самом деле хотелось попробовать просто все, глаза разбегались. Вот именно тут можно делать ставки на лошадь, за которую ты болеешь. А мы переместились поближе к полю, чтобы впервые вообще посмотреть на то, как это все происходит. Ни разу не были на скачках. Мимо нас как раз проходят лошади с жокеями, чтобы приготовиться к забегу. Мы же в этот момент пытались разобраться с нюансами, где кто высвечивается, какие номера, где именно посмотреть, какая лошадь пришла первой, если вдруг ты зазевался и упустил этот момент. Ну и также пытались понять, с какой точки удобнее всего наблюдать вообще за процессом, за скачками, вот где азартней. Вот так выглядит место, где можно ближе всего поболеть за лошадь. И чтобы вы понимали, все это место будет к вечеру заполнено людьми. А мы пока спрятались от солнышка. Первый забег, мы здесь ставки никакие не делали. Вот. Но наши предположения оказались неверны в любом случае. Но наблюдать прикольно, так как все происходит достаточно быстро. А вот относительно следующего забега мы решили испытать удачу. И вот он как раз начался. На экранах как раз показывают. Из-за яркого солнца пока что не всегда бывает прям вот хорошо видно. Но наш жокей, если что, пришел шестым, к сожалению. Оказался прям вот невезучим. Потом мы переместились на другую точку. Оказалось, что лошадь может посмотреть заранее, оценить ее, вот, присмотреться, выбрать. Вот как раз это самое место, где демонстрируют лошадей, которые будут участвовать в следующем забеге. Здесь как раз интерес усиливался, было интересно наблюдать за лошадьми и думать, какая же из них может быть той самой, присматриваться, как она выглядит, как она себя ведет. В общем, попытаться анализировать и делать какие-то такие свои предположения, это прям вот забавно. Ну и лошади были такие все красивые, ухоженные, посмотреть на них было прям вот одно удовольствие. На этом мы, конечно же, не остановились, мы достаточно азартны, поэтому делали ставки еще несколько раз. Один разок нам даже удалось сорвать небольшой выигрыш. Но в любом случае это достаточно азартно и, не знаю, мне понравилось. Сейчас Вика съест какую-то жирную еду, чтобы стать еще больше. Это свисающее мясо с сосисками на огоньке. Все? It's ready? Yeah. Где-то в промежутке мы попробовали чоризо и мясо, и потом уже захотелось сладенького, поэтому мы присмотрели вот такое вот мороженое, которое делается достаточно интересным образом. Делала мне его очаровательная девушка, и можно было как раз наблюдать за всем процессом. Он состоит из нескольких этапов. Например, вот я взяла мороженое KitKat. Сначала мне порубили KitKat, добавили как раз вот молока, смешивают его, оно постепенно остывает, то есть замораживается. Вот потом его так вот немножко мнут. Затем раскатывают его в плоский лист по площади и делают вот такие вот трубочки из него. И как только трубочки сформированы, их можно будет уже уложить как раз в стаканчик, что, собственно, мне и делают. Вкусы были разные, и клубничные, и фисташковые, было с орео. В общем, можно было как раз заморочиться и выбрать на любой вкус. Вообще в Аргентине очень вкусное мороженое. Вот мы постоянно как раз берем, пробуем, очень нам нравится.
Вот сейчас буду как раз пробовать вот этот вид. Схомячила его на самом деле быстро, было вкусно. Вот и в такую жару вообще, мне кажется, замечательно. А еще мне нравится, что оно такое в виде розочек получилось. Ну и в какой-то момент мы решили передохнуть, переместиться в китайский квартал, чтобы наконец-то тоже посмотреть, что же нас ждет именно там, как вообще это выглядит. И вот подходим как раз к главному входу. Вот такие вот ворота, фонарики всюду висят, тоже создают свою атмосферу. На этой улице очень много туристов, все постоянно как раз фотографируются и с воротами, и просто гуляют. Вот можно как раз посмотреть то количество людей, которое собралось на этой улице. Эта улица также украшена достаточно большим количеством граффити. Пока прогуливаешься по этой улице, можно встретить какие-то небольшие представления от местных энтузиастов и всякие такие небольшие магазинчики с сувенирами, различные лавки с благовониями. Был небольшой миленький магазинчик с антикварной посудой. Но, если честно, даже всего этого было мало, потому что мы, например, вот последний год путешествовали чисто по Азии, и какой-то именно такой свойственной атмосферы здесь совершенно не словили. Все-таки это место слишком прям вот рассчитано на туристов. Взяли еще попробовать вот такой вот напиток с тематикой One Piece, и стоил он, кстати говоря, дофига. Такая вот баночка 0,3 обошлась нам в рублей в 500. Но в целом мы прогулялись, посмотрели, вот, и решили вернуться обратно на ипподром. Стало уже как бы вечереть, собралось еще большее количество людей. Вот на контрасте днем прям вот стояло буквально, наверное, человек 10, а сейчас просто какая-то невероятная толпа. Вечером наблюдать за происходящим гораздо удобнее, солнце не отсвечивает. И экран прям вот хорошо видно, можно прям вот определиться с лошадью и за нее болеть от начала до конца. Ну и, на мой взгляд, первый опыт участия в таких скачках удался. Вот мне понравилось наблюдать за всем происходящим, достаточно увлекательно. Мне кажется, что даже если вы как-то не в теме, то интересно разобраться в деталях. Ну и плюс атмосфера, она очень здесь располагает. Но потом смотрели на сайте, и оказалось, что настолько мощные мероприятия проходят буквально 4 раза в год, вот, поэтому нам очень повезло оказаться вообще здесь. Если вдруг вам повезет оказаться в Аргентине именно в тот момент, когда проходит еще одно такое же крупное мероприятие со скачками, то я бы не сомневалась, не раздумывала бы, а обязательно сходила, посмотрела бы, попробовала тоже сделать какую-нибудь ставку. Вот, можно даже какую-то символическую. Мне кажется, что это достаточно заряжает и дарит положительные эмоции. Ну а мы с вами увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока!